Всем привет, и вы на канале Pigeon Polly. И сегодня мы поговорим о том, как найти свой уникальный стиль в рисовании. Тема, конечно, довольно заезженная, но когда-то мне пришлось собирать информацию по крупицам, несмотря на то, что когда мы забиваем в гугле этот вопрос, выдает очень много разных статей, вы можете там все почитать, но не было такого одного видоса или какой-то сборника, склейки этой всей информации, чтобы сложилась полноценная картина. Кстати, о картинах. На фоне я вам буду показать свои зарисовки с этого и прошлого года, сделанные на отдельных акварельных листах в основном. Что-то типа показываю свой скетчбук, но только не совсем скетчбук. Поиск своего собственного стиля – это очень важный шаг для каждого художника, и я поделюсь с вами советами и методами, которые, я надеюсь, помогут вам в этом увлекательном путешествии. Прежде всего, конечно, это изучение основ рисования и копирование работ великих мастеров. Это отличный старт. Это поможет вам понять, как работают разные техники, стили. И кто-то будет утверждать, что нужно копировать только мастеров и только классиков, но я советую найти ваших любимых художников, будь то Инстаграм, Пинтерест или что-нибудь другое. Попробуйте повторить работы тех, кого вы лайкаете, тех, кого вы сохраняете. Помните, это не плагиат, а обучение до тех пор, пока вы не будете выкладывать это в интернет. Если вы проанализируете их техники, вы постепенно начнете видеть, что вам нравится больше всего в том, как они создают свои работы. После создания каждой копии зафиксируйте эти приемы, те приемы, которые вот именно вам показались полезными. Я не призываю, конечно же, вас копировать все подчистую. Экспериментируйте с разными материалами, будь то акварель, масло, диджитал и все остальное. Попробуйте разные техники. В процессе экспериментов вы найдете то, что может вам действительно понравится, и вы это оставите для себя. Есть даже такой челлендж нарисовать что-то в различных техниках. И там такое, как набор разных вариантов, например, в стиле там Симпсонов, в стиле аниме, в стиле реализма и так далее. Подумайте, какие эмоции и атмосферу вы хотите передавать в своих работах. Это может быть что-то личное, вдохновленное вашим каким-то окружением или настроением. Попробуйте передать эти эмоции через цветовую гамму, через композицию, стиль рисования. Вы можете выбрать какой-то один предмет. Например, одна из блогеров на YouTube сейчас популярных рисует перчик, когда проверяет материалы, арт-материалы новые. Вы можете выбрать какой-то любой объект, который вы будете рисовать в разных стилях, в разных вариациях, в разных цветовых подборках и всем, и по-всякому издеваться именно над этим одним предметом. Ну, издеваться, грубо говоря, конечно. И вы сможете, во-первых, проследить свое развитие таким образом. Во-вторых, вы сможете отобрать какой-то набор скиллов, набор умений, которые будут составлять в совокупности именно ваш личный стиль. Естественно, регулярная практика, это очевидно, надо рисовать каждый день, даже если у вас нет какой-то конкретной идеи, однако с этим тоже надо быть аккуратными, чтобы не уйти в арт-блок и не срисоваться, так скажем. Всегда нужно видеть меру в этом всем. Ни в коем случае не бойтесь ошибок, они часть процесса обучения, и иногда именно благодаря ошибке удается найти какую-то свою фишку. Есть даже фраза «это не баг, а фича», то есть это не ошибка, а какая-то изюминка, которая теперь стала частью стиля мастера. Ищите вдохновение повсюду, в природе, в кино, в музыке, в окружающем мире, неважно. Вдохновляйтесь другими художниками, но, конечно же, не стремитесь копировать их в один, если вы будете эти работы выкладывать. Стиль ваш будет меняться, и меняться будет все время. Приготовьтесь и вы быть гибкими. Ваш стиль должен отражать именно вашу личность, ваше видение. Создайте такую доску вдохновения, куда вы будете добавлять все, что вас впечатляет. Соберите в одной работе те фишки и приемы, которые именно вам по душе. Найти свой стиль – это не какая-то конечная цель, на которой останавливается все, и все вам начинают зачислять деньги на счет в огромном количестве. Нет, это постоянный путь, это путешествие, и не бойтесь менять и развивать свой стиль со временем. Самое главное – это получать удовольствие от процесса рисования и не забывать, что ваш стиль – это и есть отражение вас самих. Я желаю вам удачи в этом интересном пути. Спасибо, что посмотрели видео. Оставьте комментарий.
и до новых встреч!